в этой серии. Сегодня я продолжу заниматься базой. Очистительный завод. Ничего не видно. Ай! Да нифига ты снайпер! Я вот не очень. Потому что я не представляю, что с ними делать. Буньк. А, так вот куда вы делись. Ну вот, какой-то кораблик. Калибри. У нас появился Discord-канал. Заходите, общайтесь. Ссылка в описании. Итак, доброе утро. Сегодня я продолжу заниматься базой. В планах у меня поставить очистительный завод, который я с собой взял. Надо будет его забрать на Немезисе. Также нужно будет, наверное, сделать какое-то место для оранжереи. То есть посадим растения. Я вот думаю, где-то тут, наверное, это все сделать. Чтобы соединить вон там это все. Ну да, где-то вот там все это буду строить. То есть, во-первых, очистительный завод, во-вторых, сборщики, чтобы это была такая полноценная база. Также, кажется, водородный бак мне нужен. Да, нужен водородный бак. Контейнер у меня, в принципе, есть. И построим еще оранжерейку, чтобы можно было что-то кушать. Так, это кто у нас такие? 4 корабля. Ну, вроде они не сюда летят. Блин, ну это прикольно. Вот так вот 4 кораблика летать. Возможно, когда-то у меня будет своя вот такая вот армия дронов. Начинаем заниматься базой. Для начала нужно расчистить вот тут место. Я думаю, где-нибудь прям вот тут вот, чуть-чуть вперед расчищу место и сделаю вот такое же пространство. Да, почему нет? А потом, возможно, даже это все соединю. Не знаю, посмотрим. В общем, скоро вернусь. Так, я забрал все необходимые компоненты с Немезиса. Возвращаюсь домой и... Забавно, но я, кстати, не вижу больше сигналов. Я какое-то время побыл на станции. И... Я не вижу корабль, который был возле меня. Я не вижу корабли, которые были там. Неужели они их забрали? Интересно. Надо будет слетать проверить. Но делать я это буду позже. А пока что нужно обустроить себе базу на Луне. В принципе, практически все готово. Контейнер есть. Нужен еще водородный бак, чтобы начать переработку льда. Льда тут просто ого-го как много. Поэтому с этим у меня проблем не будет. Но нужно его перерабатывать. И сейчас установлю прототех-очистительный завод. Будет переработка ресурсов. Кстати, забыл сказать. Спасибо всем за имена, которые вы давали для этого корабля. Все было прочитано, все было обдумано. Это было сложное решение, но по итогу корабль называется Гермес. Вот, Гермес L1. Теперь корабль называется вот так. В принципе, мне это имя нравится. Вырубаем антенну, чтобы не палиться. И идем строить завод. В общем, вот так вот пока что это все выглядит. Тут я добавил сборщик, поставил на него 4 модуля. И я думал как-то вот так вот поставить очистительный завод. Надо будет еще подумать над расположением. Наверное, вот так, чтобы модули сюда выходили. В принципе, да, почему нет? Тут нету боковых соединений, блин. Ну ладно, тогда нужно импровизировать. Короче, ладно. Я сейчас это все тут красиво установлю. Тут будет очистительный завод. И тут, наверное, будут реакторы, не знаю, водородные баки. Короче, посмотрим. В принципе, да. Вот так вот все это выглядит. Как я и говорил, очистительный завод. Потом тут O2H2 генератор и водородный бак. Довольно-таки, кстати, красивый блок. Вот, это новый водородный бак с нового DLC. Выглядит он прям клево.
Тут на нем даже какой-то вот показатель есть. В общем, он потихоньку заполняется. В принципе, уже 2%. Нормально. Здесь все пока что не в финальном варианте, понятное дело. Это все можно расширять, масштабировать. Здесь будут расширяться от H2 генераторы, если это понадобится. Также можно будет добавить еще обычных очистительных заводов вот тут вот. И, конечно же, где-нибудь тут будут стоять реакторы. Пока что я бы, в принципе, наверное, где-то тут поставил бы один реактор. Ну, или там. Блин, не знаю, надо подумать. Хочется, конечно, и видеть этот реактор, но что-то я даже не знаю, где его поставить. Ладно, пока что поставлю его вот здесь. Да, далеко, да, его не будет видно, но... Ну, а почему и нет? Вот такой вот маленький реактор. Поставим его вот сюда. Это его временное место, просто чтобы он стоял, чтобы он работал, выдавал какую-то энергию. Все, это пока что временное место. Опять же, это не финальный вариант. Это все будет расширяться, увеличиваться, масштабироваться. Поставлю, скорее всего, здесь где-то реакторы, возможно, тут очистительные заводы добавлю. Вот 2H2 генераторы можно добавить, батареи, конечно же, где-то надо будет поставить. И все это будем делать постепенно. А пока что продолжаем. Так, а теперь следующий проект, который сегодня буду делать. Это жилой модуль. Здесь я буду жить, где-то тут я буду спать, тут будет такая карта, тут будут, возможно, какие-то информационные панельки. И вот это вот будет место для фермы. Потому что растениям нужен кислород, в принципе, как и мне. И здесь будет кислород, здесь он был. Временно идут работы. Вот, делаю конвейеры. То есть тут конвейеры, тут вот такие вот конвейеры. Здесь будет стоять 8 блоков. 8 блоков фермы, соответственно, будет расти 8 растений. Вот, все это делаю и показываю вам. Очень активный сектор в плане риверов. Уже какой раз вижу их корабли. А вы там сейчас не столкнетесь? Не. Так, куда они летят? Куда-то вон туда. В принципе, траектория безопасная. Не знаю, правда, что с ними делать. Нужно будет, видимо, прям хорошую оборону ставить. Лучше, чем на станции Эхо. Потому что, блин, это количество кораблей. То есть, ну, буквально раз ривер, 2 ривер. Там я пока строил вот это вот все. Там летало еще 2 каких-то корабля. Блин, а вы вообще как? Нормально себя чувствуете? Может, вы падаете на планету? И вас можно будет потом забрать? Не, похоже, что они просто спустились пониже. И теперь полетят прямо. Блин, я бы себе на самом-то деле хотел корабль риверов. Потому что дизайн у них супер необычный. И, блин, огневая мощь у них тоже огроменная. Да, они просто спустились пониже и теперь летят вдоль планеты. Ну, опять же, траектория безопасная, поэтому я возвращаюсь на свой аванпост. Я летал на станцию, чтобы посмотреть, что тут вообще продается. Чуть-чуть закупил себе еды. В принципе, пока что я еще не могу изготавливать еду, поэтому пользуюсь тем, что есть. Так, давайте лечу домой и покажу вам, что я сделал. О боже. Какой ужас. Сраные риверы. Так, попадаем мы в жилой модуль. И видим вот это. Та-да! Блин, это клево. Это чуть-чуть так атмосферы добавляет. Так, включаем вентиляцию. Все прекрасно работает. Воздух появляется. Также нужно будет где-то построить вот этот вот блок. Система ирригации. Он нужен для того, чтобы производить воду для вот этих всех фермочек.
потому что пока что воды нету. Я это установлю где-нибудь там. И, в принципе, засажу это все. Все, скоро вернусь. И пока на базе все растет и подрастает, давайте сделаем небольшую разведку территории. Я практически сразу, как сюда прилетел, получил сигнал. Вон он у меня прямо впереди. Какая-то Simpson Processing Company. Не знаю, что это. Надо бы это разведать. Вот. До этого у меня не было времени, но сейчас, в принципе, планов у меня больше пока что на базу нету. Ну, конечно же, нужно построить оборону, но я буду это делать позже, как только у меня появятся ресурсы. Вот, а пока что давайте разведаем территорию. В принципе, я офигенное время выбрал для разведки. Давайте, знаете, что пойду для начала посплю. И после этого пойдем на разведку. Так, поспали, отдохнули. В принципе, можно было бы еще чуть-чуть подождать, но ладно. И так сойдет. Да, кстати, теперь доступны вот такие вот информационные панельки с информацией о щите. То есть я вижу количество хп моего щита. И если я включу вооружение, оно будет отображаться вот тут. Ой, я куда-то стрельнул. Я даже не знаю куда. Неважно. Получается, хпшечки и вооружение. У меня сколько? 3-4 пушки. Вот они, в принципе, отображаются. Если у вас больше пушек, будет больше отображаться. Настраивается это все так же само. Выбираем программу, выбираем панель защиты. И настраиваем под себя. Ух ты, метеоритный дождь. Так, полетели посмотрим. В принципе, на самом-то деле я бы включил вооружение, чтобы понимать, кто возле меня есть. Возьму чуть-чуть высоты и посмотрим через радар. Так, что-то подо мной. Возможно, это какой-то жук. Не знаю. Что-то там. Корабль. 147 метров. 2,5 километра? Ой-ой. А чё ж ты так близко и без опознавательных знаков? Я знаю почему. Блин, огромный корабль 147 метров и боится риверов, которые летают вон аж там. Это забавно. Пока есть такая возможность, пока этот корабль ничего не сделает мне, надо бы пойти разведать тут территорию. Вот, 50 метров. Что это такое? Ничего не видно. Ага. Зато турели что-то видят. Видимо, какая-то турель стояла. Ладно, давайте посмотрим. Подлетим поближе. Ничего не видно. Риверы кого-то заметили. Надеюсь, не меня. У меня, в принципе, антенна выключена. Они вряд ли могли меня заметить. Блин, вот этот корабль меня напрягает. Так, ладно. Давайте сядем, посмотрим, что тут у нас такое. Кажется, там все еще есть турель. Или что это? Это человек, это робот. Ха-ха. А мне плевать, у меня щит. Так. Меня беспокоит вот этот корабль. Ну ладно, он в принципе улетает, хорошо. Блин, тут какие-то роботы. Хорошо, что я намного поднялся по сравнению с началом. И теперь у меня есть корабль со щитом, который меня спокойно защищает от этого всего. Кстати, у меня заканчивается обойма. Ай! Да нифига ты снайпер! Я вот не очень. Ой! Ой! В оружии закончились боеприпасы. Пойдем. Этих залутаем. У этого ничего не было, у этого, я надеюсь, что-то есть.
Да, супер. Ха-ха. Надо будет накрафтить себе боеприпасов. Так, что это такое? Какое-то здание. Я надеюсь, в этом здании будет что-то... О, боже, я турель вижу. Возможно, тут нету энергии. Я на это надеюсь, по крайней мере. Так, какая-то руда. Какая-то руда. Какой-то блок непонятный. Все заброшено. Доступ запрещен. Хорошо. Ну, в принципе, ничего интересного. Это у нас что? Вот это вот разве что интересно. В принципе, это тоже заберем. Почему нет? В принципе, все заберем. Короче, ну что тут? Руда, турелька, какие-то блоки. И все, по сути. Маленькая такая база. Блин, жаль, я сразу это не нашел. Хотя я бы не строился тут. Это ужасное место. Да, оно, конечно, чуть-чуть в низинке, но, блин, оно на открытой поверхности. Учитывая, как много тут кораблей. Раз, два, три, и там вон еще один. Вон он. Это, конечно, да. Вот, кстати, блин, интересно, что там с риверами. Потому что, как я вижу, они не двигаются, и, возможно, они приземлились неудачно, так сказать. Возможно, они упали. Надо будет тоже их проверить. Короче, забираю все самое ценное и пойдем, наверное, проверим риверов. Так, забрал я все самое ценное, взял новую пушечку и, наверное, пешочком пойду посмотрю на риверов, потому что они все-таки реагируют на корабли, и мне бы не хотелось привлекать их внимание. Блин, все-таки они не упали, но они стоят на месте. Ну вот, и как мне захватить, к примеру, вот такие корабли? У них, во-первых, есть щиты, во-вторых, у них есть куча вооружения. Блин, прикольно. Прикольный дизайн, очень необычный. Я бы на самом-то деле хотел бы себе какой-то такой вот корабль. Но что я могу сделать? Сесть на Немезис и пустить по ним ракету? А толку от этой ракеты? Разве что она им щит собьет. Но она же их не выключит. Ну, короче, прикольно. У меня в секторе появилось 2 ривера, которые просто стоят. С одной стороны, это хорошо, потому что все корабли будут их бояться и будут летать без маячков. И, в принципе, не будут, наверное, нападать. Но, с другой стороны, это не сильно хорошо, потому что у меня в секторе 2 ривера. Надо быть аккуратнее. Короче, забрал я все самое ценное и возвращаюсь на базу. Так, экстренное включение. Я только начал взлет, и у меня появился ривер. И кажется, он меня засек. Я не уверен. Скорее всего, да. В общем, быстро лечу на станцию. Я буквально только-только взлетел, и он был в 3 километрах от меня. Так, экстренное торможение. Да, я потрачу свой щит, но я заторможу. Фух, на этот раз я не совершу ошибки, которую совершил буквально недавно. И я не буду с ними играться. Слушайте. Блин, офигеть, сколько тут риверов. Нифига это не хорошо, что их столько в этом секторе. Там 2 ривера, тут ривер, и вот подо мной еще 1 ривер. 4 корабля риверов. Офигеть. И, типа, я уверен, они не маленькие. Это не маленькие корабли по 20 метров, как это было раньше. 49 метров. 104 метра. Офигеть. И там еще вот какие-то. Тоже 104. И 83 метра. То есть 104 метра, 83 метра и сколько тут было? 40 с чем-то? 49. Офигеть. И что мне делать? Ну, очевидно, конечно, я подожду это все. Но, блин, это проблема. Это большая проблема. Нужно думать насчет обороны. И у меня прям перед лицом вот эта вот пушечка стоит.
Блин, нужно будет, короче, подумать насчет обороны. Значит, подготовим место для того, что я хочу сделать. Я хочу поставить большую вот эту вот турель в центр, чтобы она прям, ну, все осматривала. Нужно будет подготовить для нее место, нужно будет все это там почистить, сделать планировку. Короче, да. Возможно, стоит уже этим заниматься, учитывая, блин, вот это количество кораблей. Так, ладно. Не буду вас томить ожиданием. Я сижу здесь, в безопасной зоне, и жду, пока риверы свалят отсюда. Я надеюсь, они отсюда свалят. Потому что я не представляю, что с ними делать. Все они водородные, у всех у них крутое вооружение. Блин, вот такой бы кораблик захватить. Но что я могу сделать? Да ничего, блин, у него вот это вот топовая пушечка, вот это вот топовая пушечка, которая вот на Немезисе такая же стоит. Водородные ускорители, что я ему сделаю? Да ничего. Короче, ладно, ждем и продолжаем. Так, я сел на Немезис, вышел за купол, пустил в него ракетку. Он меня, в принципе, обнаружил, но посмотрим, что с ним будет. Ну, хорошо, хорошо. Щит у него пропал. В принципе, давайте еще раз пустим ракетку, почему нет? Буньк. Да ну, неужели я обезвредил корабль риверов? И он сейчас упадет туда? Блин, лететь ли на перехват? Стационарный. О, да ну! Куда ты стреляешь? Он по моей базе стреляет? Нет. А чё с ним? Типа я его обезвредил, но при этом не без... Ой, ой-ой-ой. Это сейчас по мне летело. Блин, интересно. Это интересно. Так, давайте я пересаживаюсь на Гермес и попробую подлететь к нему, посмотрим. Это еще откуда прилетело? Блин, ну он вроде и обезврежен, но при этом он стреляет по мне. Короче, ладно. Сажусь на Гермес и попробую посмотреть, что с ним можно сделать, с этим ривером. Так, кажется, пока я парковал Немезис и пересаживался на Гермес, он пропал? Или что? Ну, это вроде не он. Возможно, он просто упал. 3,7 километра. Да, вон он лежит. Блин. Блин. Походу, он разбился. Да, от него остался только маленький кусочек. Блин. А почему? Блин. Ладно. Печально. Но зато я выяснил, что Немезис, оказывается, умеет с 2 выстрелов ракеты выносить такой корабль. Блин, это интересно. Надо будет еще раз попробовать такой корабль захватить. Так, еще вот что я сделал. Я, скорее всего, оставляю Гермес возле Немезиса. Он мне, в принципе, пока что не нужен. Пока что я на нем ничего не перевожу. Он будет стоять тут, на станции. Наверное, его даже припаркую. А сам я отправлюсь на вот этом вот маленьком кораблике, который я относительно недавно нашел и восстановил. Так, все. Вырубаем тут щит, чтобы он не мешался. И паркуем чуть-чуть кораблик. Опять же, ускорители я не выключаю, потому как я не хочу совершать опять эту же ошибку. Все, корабль я оставляю здесь. Я надеюсь, ему тут ничего не угрожает, а сам я полечу на вот этом вот чуде. Так, вернулся я на базу, припарковал кораблик, все выгрузил. Пойдем посмотрим на растения. Уху-ху-ху. Супер. Так, собираем все и перерабатываем на семена. Так,
Надо бы подумать, что я хочу построить дальше. Наверное, нужно начинать как-то это все украшать, потому что сейчас это выглядит, ну, сомнительно. В принципе, тут будет такая рабочая зона для таких вот рабочих блоков. Здесь будет парковка кораблей, а здесь будет жилой модуль. Ну, точнее, он уже тут стоит. И... Блин, ну как будто бы хочется ворота построить. Но я не знаю, стоит ли это того. Возможно, стоит построить вот такие вот ворота. То есть какие-нибудь вот такие вот ворота. Но проблема в том... Ну хотя нет, у меня же на базе точно такие же ворота стоят, и туда спокойно буровой корабль проходит. Окей, тогда, допустим, я построю здесь эти ворота. Они будут давать хоть какую, но защиту. Здесь я все позакрываю блоками и... Блин, ну в принципе, да. В принципе, рабочая схема. Но... А если по ним стрелять будут? То есть, в принципе, вот отсюда оно все это простреливается. Блин, даже не знаю на самом-то деле. Или позакрывать тут все блоками. Кстати, надо бы хоть какие-то турели установить, а то вот эти вот паучки тут лазят. Иногда кусают меня. Короче, ладно, надо это все обдумать и начну это все строить. Занимался тут подготовкой кое-чего на базе, решил пополнить энергию и тут вот такое вот. И что мне теперь делать? Я не хочу туда идти. Да уж, надо установить хоть какую-то турель. В общем, вот что я делаю. Тут 6 блоков в высоту. Соответственно, мне нужно 6 блоков закрыть. Как их закрыть? Правильно, сделать ворота. В общем, опускаемся на 6 блоков вниз. И 2 блока резервируем под поршень. На вот этой вот линии будут стоять поршни. На них будут стоять ангарные ворота, или как оно там называется. Ангарные блоки, в общем. Они будут выдвигаться вверх. Соответственно, мы выдвигаем их сюда. И полностью закрываем дверь. Вот. Вот это вот я делал, и ко мне пришел паук. Короче, да, надо бы тут турельку где-нибудь установить. А то эти сраные пауки меня уже достали. Поставлю где-нибудь вот там вот маленькую турельку, пусть стреляет. Так, я могу сюда закинуть? О, я могу сюда закинуть. Так, а ты умеешь вообще стрелять по... Блин, он не умеет стрелять по паукам. Это, короче, очень прикольная турелька. Она прям, ну вот прям прикольно стреляет. Но, к сожалению, она не умеет стрелять по паукам. Придется поставить что-то другое. Блин, жаль. Мне эта турелька очень нравится. В общем, вот такая вот система. Просто батарейка, на нее ставим какую-то турельку. Наверное, поставлю что-то энергетическое, что-то самое базовое. И пусть она стреляет по паукам. В общем, сейчас вернусь, как построю. В общем, вот такая вот система. Да, выглядит кринжово, но, блин, собрана на скорую руку. Aurora Combat Laser, батарейка, блоки для защиты и солнечные панельки для подзарядки, когда взойдет солнце. Поставил ее на 500 метров, она должна защищать всю вот эту область вокруг меня. И, в принципе, наверное, должна работать. Вот, она вроде как умеет стрелять по людям, по роботам, поэтому, наверное, должна стрелять по паукам. Так, а я продолжаю заниматься своим... так вот, куда вы делись. Блять. Ребят, вы же пауки, давайте по стенам полезли и идем тестировать турель. Ну вот и как мне их оттуда доставать? Мне придется их убивать. Ай, блин. Ладно, сейчас вернусь. Да уж, что-то я не понимаю, в чем проблема. То есть, я протестировал все на одном поршне и одной вот этой линии.
все работало нормально. Теперь достроил еще. Вот поршень выдвинут. Все нормально. Задвигаю обратно. И он намертво останавливается. И типа я уже пробовал все тут спиливать, обратно ставить, снизу это все заваривать, но что-то как-то нет. Блин, не знаю, а мне так эта идея понравилась. Но походу нет. Странно. Ведь вот этот вот блок, он как бы не совсем цельный, и он должен спокойно тут проходить. Блин, возможно, проблема в этих блоках, но мне их проблемно будет перестраивать тут. И вот, меня постоянно куда-то двигает. Короче, не знаю, ребят. Я попробую это как-то исправить, но походу нет. Блин, ну вот, вроде и нашел решение проблемы, но все равно что-то мне это не нравится. Ну, типа, допустим, да, допустим, оно открывается, закрывается нормально, но посмотрите, как оно дергается, как оно неравномерно поднимается. Ой, что-то я даже не знаю. Походу нет. Походу придется жить без таких вот ворот крутых. А жаль, выглядит это здорово, но оно как-то слишком действует на FPS. И оно очень некрасиво, блин, поднимается. Плюс оно вот вроде как не до конца опустилось. То есть оно должно быть прям на одном уровне. Минимально 2.34. Хотя тут вроде оно до конца опустилось. Ну да, на нуле пишет. Вот, тормознуло, вот опять тормознуло. Опять тормознуло. Блин, не знаю. Короче, не нравится мне эта вся конструкция. Походу придется обойтись без вот этого. Это тоже опыт. Зато буду знать, что такая вот штучка есть, но работает она, конечно, криво. Ладно, сейчас сделаем красиво. Пока что оставляем так. Просто обычный вход. Но у меня уже появилась идея. В общем, суть в том, чтобы вот тут поставить, получается, не поршень, не вот это вот все, а ротор. Мы ставим ротор. Ворота, к примеру, смотрят туда. Я нажимаю кнопочку, они так бжик, и закрываются. И так же само с той стороны. И получается, они будут просто оп-оп закрываться туда-сюда. Опять же, возможно, проблема будет с этим блоком, который вот контактирует с землей, но я надеюсь, это все можно поднастроить. И как будто это самая реалистичная идея. В принципе, можно сделать, чтобы оно и туда открывалось, но я не хочу тут еще больше просверливать это все. Короче, да, скорее всего, так и поступлю. Оно будет туда открываться. Вот так вот, оп. И вот так вот будет закрываться. Да, в принципе, план хорош. Но делать это я буду уже потом. Сейчас у меня уже нету сил на эти странные двери. И напоследок, вот что бы я хотел сделать. Я так чуть-чуть полетал на этом кораблике. Он ужасен, если честно говорить, так как он был найден непонятно где, восстановлен, у него плохой баланс по ускорению, торможению, и, в принципе, это не боевой кораблик. Вот. И я так подумал, мне хочется на Луне иметь свой маленький кораблик и на нем летать тут, разведывать территорию. Потому что, к примеру, вот лежит какой-то корабль, я точно знаю, что этот корабль упал, но я не могу к нему подлететь и посмотреть на него. Для этого мне нужно брать либо вот этот вот корабль, но, опять же, он не боевой, он ничего не сможет сделать. Либо брать Гермес, который стоит вот тут. Я надеюсь, он до сих пор тут стоит. Да, вот он стоит, с ним все в порядке. Но Гермес довольно-таки большой. Плюс не хотелось бы терять Гермес. Понятное дело, на Немезисе я туда не полечу, а Фантом у меня стоит дома. В принципе,
Кажется, я его закидывал в терминал. Сейчас давайте проверим. Да, вот проблемы с торможением, про которые я говорил. Так, паркуем тебя тут. Стыковаться не будем, просто припаркуем. Все, стой тут. Вроде как я фантом закидывал в терминал, и в принципе, да, вот мой фантом. Я могу его себе забрать. Но, опять же, я не хочу терять фантом. У него куча блоков. Он довольно-таки прожорливый по FPS, и он мне все-таки дорог. Я не хочу его терять в какой-то рандомной стычке с, скажем, ривером, который вот там вот стоит. Вот, я бы его хотел посмотреть, этот ривер, и я не хочу терять фантом. Поэтому что я делаю? Я прилетел на станцию, посмотрю, что тут продается. В идеале покупаю себе какой-нибудь вот такой вот похожий кораблик, и это будет база для моего кораблика. Его я переделываю и делаю свой основной разведывательный корабль. У него будет кое-какое вооружение. Возможно, у него будут щиты. Скорее всего, у него будут щиты. Просто чтобы выдержать какой-то урон по себе. И я на нем буду проводить разведку на планете. Потому что, ну вот, к примеру, корабль летает, я бы хотел посмотреть, что это. А я не могу. Мне приходится вот так смотреть. Конечно, можно подлететь к нему, но, блин, вы понимаете. А если он агрессивный, а если он плохой? Это, понятное дело, какой-то цивильный корабль. Калибри. Блин, бро, мне кажется, ты падаешь. Есть такой вот вайб? Или у тебя все в порядке? Ну вот, какой-то кораблик. Калибри. Блять! Что меня убило? А что меня... Ну... Вы поняли, о чем я. Я даже не понимаю, что меня убило. Я вроде зацепился за него дамперами. Меня... Блин, я не понимаю, странно. Может, я, конечно, в скалу какую-то влупился, но... А где мое тело? Hello? Класс. Спасибо, Калибри. Ой, короче, ладно, возвращаюсь на станцию и смотрю, что там есть. Посмотрел я все, что тут есть. В принципе, мне очень нравится вот этот корабль по дизайну, но он очень прожорливый по FPS. И, блин, стоит он 55 миллионов. Поэтому восстанавливать такой корабль будет проблематично. Но я тут нашел вот этот вот, Пионер. И тут буквально написано то, что у него крутые камеры, он имеет удаленное управление, типа дрон с удаленным управлением. Короче, давайте попробуем. В принципе, можно бы и вот такой вот себе кораблик взять. Какой-то типа дрон, не знаю. По идее, я могу на Немезисе тут включить антенну на кучу-кучу километров, потому что Немезис в любом случае стоит в безопасной зоне, ему все равно. И если я все правильно понимаю, я могу с базы управлять, наверное, Немезисом, а через Немезис управлять этим дроном. Блин, я не знаю, как это работает, если честно. Короче, да. Мы получаем вот такой вот дрон, у которого есть удаленный доступ. Ага. Гироскопов маловато, но допустим. Ну, окей. Что ты из себя представляешь? Почему он не крутится? Короче, ладно, я посмотрю, что это за кораблик. Поднастрою его. Возможно, буду его использовать как платформу для моих идей. Не знаю, посмотрим. В принципе, мне нужен просто кораблик для разведки территории. Возможно, я даже дрон какой-то куплю. Я не знаю. Короче, ща подумаю. В общем, не понравился мне тот корабль, поэтому я взял вот такой вот Railgun дрон. Я уже давно на него засматривался. И, в
принципе, я думаю, стоит его попробовать. Нужно его переделать, наверное, под водород, но хотя есть у меня сомнения. Ну, либо точно переделать под гибридные ускорители, потому что они будут работать на Луне спокойно, у ионников будет проблема. Вот, 100% меняем рейлганы на что-то адекватное. А так, в принципе, я думаю, это хороший минималистичный дрон. Возможно, где-то поставлю еще реактор для дополнительного запаса топлива, так сказать. И, в принципе, будет мой дрон для разведки. Также, если я найду, вот. Также я купил еще вот такой вот кораблик. Стоят они примерно одинаково по цене с тем дроном. Это уже полностью водородный кораблик. Кстати, на нем можно летать. Ух ты, это вам не дрон. Блин, а возможно я и захочу сам летать и выяснять, что там да где лежит. Это тоже надо будет подумать. В принципе, тут стоит водородный бак. Какие-то пушечки можно поставить. И я так понимаю, ну да, ускорение тут такое себе, но это можно будет улучшить за счет ускорителей крутых. Блин, это надо обдумать. То есть у меня есть выбор либо самому летать на вот таком вот кораблике, только опять же его нужно улучшать, или же использовать Railgun дрон и управлять им дистанционно. Короче, да, у меня есть два пути решения моей проблемы. И я думаю, мы протестируем и то, и другое. Но для начала я бы хотел отдохнуть, потому что я прям, очень сильно намучился с этими ангарными дверями и, в принципе, с постройкой. Вот, пойду чуть-чуть отдохну и продолжим.